Здравствуйте, друзья! Сегодня 27 апреля, новости на канале «Реально Черногория». В Черногории на сегодня 321 заболевший коронавирусом и 7 умерших. При этом за сутки ни одного нового случая заболевания. Количество выздоровевших и больных примерно одинаково. В мире на сегодняшний день заболевших коронавирусом почти 3 миллиона, из них практически треть находится в США. Затем на втором месте Испания с почти 250 000 заболевших. Хотя стоит отметить, что и Италия, и Испания показывают значительное падение заболеваемости и смертности. Закрывает печальную десятку Россия, которая, однако, демонстрирует самые высокие темпы прироста заболевших. Директор Института общественного здоровья Бобан Мугуша сообщил, что в связи со смягчением карантина ношение маски в закрытых общественных местах станет обязательным. А уже с 4 мая начнут работать большинство магазинов, стоматологии, фитнес-центры, магазины книг, автошколы, музеи и галереи. Станут доступны поездки на такси в пределах общины, а также общественный транспорт в общинах, где не было зафиксировано случая коронавируса. Кроме того, можно будет добраться до своих дач, даже если они находятся в других общинах. Если положительная тенденция в борьбе с вирусом продолжится, то с 18 мая будут открыты рестораны, кафе, террасы отелей, пляжные бары, пляжи и торговые центры. Начало 4-й фазы запланировано на 1 июня и включает в себя открытие автомобильного, железнодорожного и междугороднего сообщения с обязательным соблюдением мер. Между тем, владельцы парикмахерских и салонов красоты ожидают снижения своих доходов на 30-40% в связи со значительным увеличением расходной части. Надзорные органы принуждают парикмахерские использовать одноразовые расходные материалы, однако их стоимость на рынке выросла в разы по сравнению с докарантинным временем. Это, возможно, повлияет и на стоимость услуг, а также на количество неразлагаемого мусора. В пятницу 24 апреля начался священный месяц Рамадан у исповедующих ислам. Весь месяц верующие будут поститься с восхода до заката, а по окончанию месяца всех ждет праздник Байрама, который, мы надеемся, пройдет уже вне карантина. Напоминаю, что во всех церквях и мечетях богослужения проходят без прихожан. Фонд инвестиций и развития Черногории открыл кредитную линию для микро- и малых предприятий со ставкой процента от 1,5% до 2,5% годовых. Из 720 заявок 118 уже одобрено, сообщает директор фонда Зоран Вукчевич. Власти Подгорицы планируют в ближайшее время запустить 3-й этап субвенций на покупку электровелосипедов и электросамокатов. Первые 2 волны подобной безвозмездной помощи способствовали покупке жителями главного города страны как минимум 240 велосипедов. Новость не про Черногорию, но на злобу дня, то есть про коронавирус. В Америке зафиксировано отравление дезинфицирующими средствами. В одном случае речь идет об отбеливателе, которые люди брызгали в нос и горло по совету своего президента Дональда Трампа. Работники медицинской отрасли осудили такой странный совет президента США, которым, несмотря на отсутствие у президента медицинского образования, воспользовались наиболее доверчивые и преданные президенту граждане страны. На прошлой неделе в пятницу в 8 вечера многочисленные ученики музыкальной школы города Бара участвовали в акции поддержки борцов с коронавирусом. Маленькие музыканты играли и пели на своих балконах и во дворах домов, поддерживая не только соседей, но и весь город. Директор школы Миро Крушич пообещал, что такие акции будут проводиться и далее. Напоследок приятная новость. С завтрашнего дня будет снижена цена на дизтопливо на 7 центов. И будет стоить он 89 центов. 98-й по-прежнему будет стоить евро и 2 цента, а 95-й 98 центов. На сегодня, друзья, все. Если вам нравятся новости, поставьте, пожалуйста, лайк. Не нравится — дизлайк. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И увидимся послезавтра.